Так, это обзор моего Bajaj Апокалипсиса, подготовленного для дальника, и который уже прошел 7320 километров на дальнике в этой конфигурации. Выглядит он вот так сейчас. После 7200 километров, ну и после, естественно, мойки. За это время конфигурация показала себя отлично, но были, конечно, и недостатки. Мотоцикл был куплен новым, проведена обкатка в размере 600 километров у себя по селу, и потом он съездил в дальние Зеленцы, Варзуга, Хибины, по всем горам проскакал, перевал геологов заехал. В общем, он нормально так проехал, и, в принципе, каких-либо недостатков в этой конфигурации я не заметил. Ну, в общем, по технике все прошло как надо, именно что баджаджевское. Были только проблемы с моей вот этим вот тюнингом. Начну, в принципе, показывать все, что находится спереди, что было сделано. Первое, что было сделано, это добавлены проставки руля, тоже AliExpress. Добавлены крепления ветровичка, вот эти и вот эти. Добавлен тахометр, ну это стандартная версия для Bajaj, самый дешевый. Добавлен градусник, тоже с Алиэкспресса. Добавлены часы. Причем это мои армейские часы, которые уже идут. Я вернулся с армии 8 лет назад, и они уже идут 8 лет. Добавлены защита рук, просто ветрозащита, заколхоженное крепление. Добавлено обогрев ручки с обогревом. Вот эти вот противовибрационные прокладочки. Кстати, здесь она приклеена на двойной скотч, потому что на газон она проворачивается. Кстати, ручки подходят болт-он. Тоже ссылочку дам, какие я брал. Потом был куплен ветровичок от Ирбиса Т-150 снегохода. Но он оказался очень гибким. Типа, пришлось ставить вот такие вот штучки, колхозить. Это просто шпилька длинная, покрытая этим термоусадочной трубкой. Ну, на болты просто взято. Потом взят на Алиэкспрессе ветровичок, ну, такая вот стеклышко. Говорят во всех комментариях, что у него очень слабое крепление, типа все разбалтывается. Вот, пожалуйста, 7000 плюс выдержало еще одно падение. И, в принципе, ничего с ним не случилось. То есть результаты падения вот. То есть, в принципе, больше никаких проблем нет, ну, кроме результата падения по переду. Еще есть нюанс все-таки. Вопросы есть, это не проблема, это вибрации. Просто вот эта вся хрень, которая здесь навешена, она начинала адски вибрировать. Поэтому мне пришлось по дороге еще делать тюнинг антивибрационный. То есть, мое мнение, чтобы сюда что-то повесить, должно быть 3 точки крепления. То, что, например, я повесил термометр, и он вибрировал просто собака. Пока я нашел, что он вибрирует, я его за лентой прикрутил, не вибрирует. Потом вот эта вот хрень желто намотанная, желтой изолентой, это попытки сгасить вибрации зарядки для телефона. Тоже очень хорошо рекомендую. Вообще классно, она беспроводная и обычная. Вот этой лампочки все, я ехал последний день ночью, то есть у меня дальняк длился 19 дней. Оно так светит в глаза, что просто как на сварку смотришь, пришлось заделать ее. По переду, в принципе, все. То есть дальше спускаемся. Держатель для бутылочки для воды, очень удобно. Раз поставил, бутылочку, хопс-хопс, никаких проблем. Следующий нюанс, что был сделан, это сделан щиток. Но это я столько намучился его делать. Лучше купить щиток от какого-то обычного китайца или от Bajaj, который не дисковый, и поставить. Потому что даже вот этот щиток, который я столько делал, он почти треснул. Вот. То есть это вот толстая нержавейка, она треснула. Также результатом падения стало то, что я сломал все-таки крепление ветровика, разбил ветровик. Кстати, вот интересный кадр, как я падал. Блять! Ёб твою мать! Сука. Ну тут все, в общем, поцарапалось. Тоже и здесь поцарапалось. Ну и кофер поцарапался. И все. И здесь. То есть это я так солидно ляпнулся с горки. Следующий нюанс, что было сделано, это багажная система. Причем надо было разместить все так, чтобы у меня была одна канистра для воды и вторая канистра для бензина. По факту вторую канистру можно было и не ставить, потому что бензина всегда хватало. В общем, получилось, что если на этом Bajaj, в этой конфигурации, полностью груженным,
ехать 90 км в час, это почти полностью открытая ручка газа, то расход получается 3,8. Если ехать 70 км в час, получается 2,8. Как говорится, выбирайте как ехать. Глушак. Был потерян вот этот вот болтик. В результате на дальних зеленцах я почти чуть не потерял глушитель. Это да, блин, у меня глушак открутился. Сейчас буду чинить. Хорошо, что я пару вроде каких-то болтов набрал с собой. Так и знал, что болты понадобятся. Ну что, начинаю ремонт. Болтика у меня нужного не было. Поставил болтик на 8, прикрутил, в общем, поехал дальше. По глушаку он чуть-чуть вмялся вот в эту хрень. Я даже не знаю, как ее делать, не делать это. И когда я ехал по маршруту 1000 ручьев по рельсам, по шпалам я задел или камень, или шпалы, в общем, чуть подогнулось. Также результатом падения стало вот это вот заломыш. Вот он. Такой вот. Даже не знаю, чего это. Вот. Также я поставил крепление для GoPro-шки, чтобы подснимать красивые виды. Такое. Кстати, она только здесь и работает. Потому что если я ставил GoPro сюда, она просто от вибрации выключалась. Также на бак были наклеены типа соты. Чтобы он не царапался. Я всегда езжу в щитках пластиковых. Поэтому оно здесь. Следующее. Багажная система. Полностью тюнинговая, самодельная. Показываю, как сие устроено. То есть кофр Givi E22 это стандартные. Потом стоят вот эти вот тубусы тоже с Алиэкспресса. $22 за 2 штуки. И кофр гивевский. Это, понятно, кофр гивевский. Как работает, точнее, как устроена моя багажная система, которая, в принципе, прошла уже 7000 с чем-то километров и нормально прошла. То есть просто я взял на стандартный крепеж. Вначале сделал квадратик по размерам от крепления кофров, вот этот вот. Потом просто по месту сделал ему ножки. Вот такие, вот эти вот. Отсюда сюда приварил. Здесь приварил. Просто на болтик, опс, и прикрутил. Дальше я просто по факту наваривался. Типа сюда планочку приварил, сюда, а там дырка для болтика и варился. Потом сюда, здесь нашлась дырка уже готовая. Так, типа раз железяка, 2 железяка, 3 железяка. Все, приварил на точке, сделал. Потом надо было вот эти тубусы разместить. Я их разместил сюда. В одном тубусе у меня ключи, в другом у меня запасная камера и всякая фигня для ремонта резины. Вот, потом здесь приварил на 3 болтика. Хопс-хопс. Все делалось по месту. Следующая адская хрень. Мне надо было разместить где-то канистры. Они, в отличие от других мотоциклов, не размещаются на этом мотоцикле спереди, потому что ты сидишь ногами практически в руль упираешься. Поэтому было принято стратегическое решение разместить канистры, как спинку сделать. Соответственно, было, опять же, просто по факту сварена вначале вот эта хрень, потом как-то вставлена вот эта вот профильная труба, потом просто взято так на глазок все приделано. Конечно, чуть-чуть криво-косо, но я особо... То есть тут сильно вымерять не надо, потому что здесь и здесь, получается, что-то ушло чуть-чуть по миллиметрам, там ушло, и в итоге оно все просто кастомное по месту варится. Вот. Соответственно, канистра для воды. Было взято сиденье от Ситикока, которое как в прокате используется. К нему приделана крепежка от канистры Extreme стандартная и канистры Extreme стандартная. Просто представлена. Вот и все. В итоге имеем спинку, имеем занятое свободное пространство и имеем 2 канистры. И никаких проблем с этим не было. Соответственно, здесь у меня тапочки хранятся, здесь у меня чехол для мотоцикла, тубусы. Соответственно, тут у меня всякие фильтра для масла были, пока я возил. То есть запчастючки я все в сумочке разложил, камера запасная. Вот. По центру, получается, плита была взята для центрального кофра от Suzuki.
Ну, в общем, я просто часть снял, у меня просто не было запасного крепежа. Поставил сюда, верну обязательно назад. Соответственно, канистра тоже, ну, тут тоже, короче, пришлось помучиться с крепежкой. То есть я думал, все станет болтон, а ни хрена. День работы потратил. Как бы это грустно не звучало. Ну, не день, ну, блин, часа 3-4. Потом эти домерки, примерки. То есть тут вот как оно хитро сделано. Прям в дырочке. Еще такие болты попробуй найди. В общем, такой способ крепления тоже, в принципе, выжил. Прошел весь маршрут. Вот, сзади у меня прикручена аптечка, ну, простая автомобильная аптечка на стяжках. А здесь у меня вот эта вот хрень, сузучая плита, она, короче, лопнула почти пополам. И мне пришлось ее просто прикручивать, чтобы не потерять кофр на карельских этих дорогах. В общем, что еще у меня? Сейчас. Здесь, в принципе, аналогично, как и на той стороне. Та же самая система, все самодельная. Вот как это выглядит. Тут у меня смазочка для цепи. Соответственно, сейчас покажу крепежку. Вот и все. То есть вместо стандартного болта. То есть оно вот прям так и делалось. Вначале прикручивается эта хрень по факту. Потом выставляется она, где она слева-справа. Потом приваривается вот эта хрень. Ну, планочка нужной длины. И потом, или даже сразу вот это приварилось. Ну, то есть прикрутилось, а потом вот эта планочка уже по факту. Просто раз и все. Как бы все очень быстро. Также была заменена звезда с 14 на 15. И оригинальная 15 звезда компании Ролсон индийская у меня прошла 7000 километров. По факту это была ошибка, потому что я убил свою цепь. Ее не хватило. Запасная звезда была куплена на Валбересе. Она не пошла. Потому что в оригинальной дырочке на 5 звезды под болтики, а в этой получились на 6. Кстати, еще было сделано сиденье, размягчение. Насверлил дырок в поролоне. И покрыл 3D-сеткой, которая 3D-сеткой уже перестала быть. Потому что тут она 3D-сетится, а здесь уже просто вмято все. В общем, готовил я его около 3 месяцев, почти каждые выходные для сего путешествия. И он отлично себя прошел. Да, кстати, аккумулятор еще родной, ничего с ним не сделал. Но после первого дня он что-то у меня перестал заводиться стартер. Я думал, хана аккумулятору. У знакомого тоже Bajaj Boxer, так у него через 600 километров этот аккумулятор просто весь обоссался, и ключи уже стали просто песком у него от электролита. У меня почему-то еще ходит. Резина родная, просто неубиваемая. Я столько всего ямок словил, таких ямок, просто резких, ударных нагрузок он выдержал просто все. Износ резины за почти 8000 километров. Ну вот по центру чуть-чуть заметен, ну миллиметра 3, думаю, сошло только, и все. Соответственно, это крепежка выдержала, то есть я думал, оно будет как-то разваливаться. Нет, выдержала. Это выдержала. Да, кстати, здесь пришлось чуть-чуть доварить крепление, ну, вот этой вот плиты от Сузуки, потому что под ее размеры делалось. То есть это алюминиевая от Вистрома. А здесь просто на болтярке и тоже все выдержалось. Вот такая вот моя версия Bajaj Апокалипсиса. Конечно, если на следующий год, то я попробую что-нибудь улучшить. То есть, чтобы я улучшил, это ветровик, сделать из более толстого стекла, в принципе, и переделать крепление ветровичка. И убрать вот эти вот все вибрации, то есть надо все провода, все вот эти вот шланжики, трубочки проложить в какие-то вот я даже не знаю, виброкожухи. Потому что от адской вибрации я просто не сразу понял, что это именно от вибрации, вот это скрежет идет. Он именно вот находится какая-то хрень резонирующая, которая вот начинает вибрировать. И она от вибрации просто постоянно едешь, как будто треск стоит. И все. То есть я еще здесь подклею, чтобы этого трека-то не было. В общем, вот тут надо все разбирать и как бы все делать. То есть если что-то, вот как, например, здесь сделано на одну точку крепления, со второй стороны оно будет вибрировать. То есть надо все как минимум на 2 точки делать. И здесь где-то скрежет был, и здесь был скрежет. В общем, везде. Кстати, проставочки с Алиэкспресса оказались, ну, не болт-он, ни хрена. Тут вот пришлось вытачивать еще одни алюминиевые эти проставочки. Ну, то есть это спейсеры. И здесь пришлось ставить, потому что оно не подходит болт-он. Вот такой получился у меня Bajaj Апокалипсиса. Я даже сейчас начал задуматься, а нужен ли мне Suzuki Vistrom. Оставлю себе Bajaj, который просто везде проедет, он легенький.
Он по грязи, это резина, она настолько универсальная, она по пескам просто рвет. По грязи тоже рвет. То есть мотоцикл, он очень легкий, удобный, компактный. Единственное, что чуть-чуть мощности хотелось бы, чтобы он хотя бы 100, вот если на нем можно было ехать. В принципе, можно с горки. Но всякие вибрации, вот это все дела, они не дают нормально разогнаться, нормально проехать. В общем, такой вот он мой баджаджик. Просто сейчас его. Я только вчера вернулся с моего дальника обслужить его, и он еще и дальше походит. Масло я менял. Первый раз на 600 километрах поменял, потом 600 2,5, 5. Ну, сейчас 7900, чуть больше проехал. Лил Митасу. В принципе, нормальное масло. По моему соображению, масло надо менять раз в 2000, потому что оно начинает терять свойства, уже клапана цокают. Или ему-то, может, клапана надо просто регулировать, потому что я их отрегулировал только на 600 километрах и дальше проехал еще почти 7500. Ну вот, как-то так.